Всем привет! С вами Эльдияр Кенинцаров, и я с большой радостью представляю новый проект, который называется «Акасса». Проект познавательный, в котором в сжатой и доступной форме мы будем рассказывать об интересных фактах, истории целых народов, об особенностях их быта, о том, почему они говорят на определенных языках, почему исповедуют определенную религию и почему ведут определенный образ жизни, а также как они оказались в тех местах, где сейчас проживают. Ну и, конечно же, какая история без личности. Все это в новом авторском проекте «Акасса». И начать мне бы хотелось с народа, чей генетический и культурный код преобладает в моей крови. Это кыргызы. Кыргызы, откуда вообще появилось такое название с обилием букв «ы»? И вот что я выяснил. Акасса. Этноним кыргыз считается одним из наиболее древних этнонимов, дошедших без изменений до наших дней. На сегодняшний день существует свыше 10 основных версий о происхождении и значении этнонима кыргыз, которые в целом можно объединить в 3 группы. Согласно первой группе версий, этноним кыргыз показывает, как возник кыргызский народ. Считается, что термин кыргыз был образован из 2 древнетюркских слов. Кырк – это 40, и гыз – племя, что в итоге означает народ 40 племен. Кроме этого, существует мнение, что в древности на кыргызском и других тюркских наречиях слово «кырк» означало не только число 40, но также такие понятия, как «много» и «множество». С этой точки зрения кыргыз значит народ, составленный из множества племен. По мнению сторонников второй группы версий, этноним кыргыз отражает в себе антропологические черты народа. Предполагается, что кыргыз является производным от слова кыргын или кыргыт – светлолицый, голубоглазый народ. В качестве доказательства правильности этого мнения приводятся исторические данные о европеоидном внешнем облике енисейских кыргызов. Голубые глаза, рыжие волосы, белая кожа. Авторы третьей группы версий считают, что название «кыргыз» является производным от слова «кырылгыз», что значит «неистребимый», или «кыргыч» – «борющийся», «сражающийся». Такое объяснение связано с историей кыргызского народа, которая была наполнена драматической борьбой за выживание. Однако, на наш взгляд, название народа отражает прежде всего его взаимосвязь с пространством, где он возник. То есть в нем отображается образ жизни, модели поведения, быта и общественного уклада. А это, в свою очередь, зависит от ландшафта, климатических особенностей места проживания и, конечно же, соседства того или иного народа. Согласно теории месторазвития Петра Савицкого, именно место, земля, где рождается и проживает этнос, определяет его судьбу, характер народа, его духовные, культурные, социальные и хозяйственные особенности. С момента возникновения кыргызского народа его судьба всегда была тесно связана с горами. Из-за вражеских нашествий на протяжении многовековой истории место проживания кыргызского народа часто менялось, но всегда оставалось связано с пространством гор Турана. Восточный Тянь-Шань, Алтай, Саяны, потом опять Алтай, Западный Тянь-Шань и Памир-Алай. В кыргызском и других языках тюркской группы слово «кыр», помимо своих прочих значений, переводится как «гора», «плоскогорье», «горный хребет», «возвышенность» или «вершина». Таким образом, этноним кыргыз означает «народ гор», «горный народ» или «горцы». Кайф! Люди верили, что горы, как наиболее возвышенная часть земной поверхности, является точкой, где небо соединяется с землей. Небо было местом обитания верховных божеств, благодаря чему горы становились тем местом, где происходила встреча и общение людей с богами. Чахсар – местом, откуда происходила передача с неба на землю божественной воли, мудрости, тайных знаний и сил. Поэтому считалось, что народы, обитающие в горах, и являются хранителями полученной от неба мудрости и тайных знаний. В кыргызском языке есть слово «кыра», что означает «мудрый», «дальновидный», «прозорливый», «умный». Отсюда название «кыргыз», что означает «мудрый», «умный народ» или «народ, осененный мудростью». Возможно, именно по этой причине в традиционном кыргызском обществе превыше всего ценились такие качества, как мудрость, ум, знание, опыт и искусство, а также пользовались уважением обладающие ими люди. И именно благодаря этому у кыргызов возникла высокоразвитая устная традиция эпосов, сказаний и поэзии.
В следующих выпусках мы расскажем вам о том, кто такие казахи, о том, как в Средней Азии появился ислам, кто бы победил в очном бою, Чингисхан или Тамерлан. В общем, вас ждет масса интересных тем. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и, конечно же, в комментариях жду ваши предложения, какие темы вы бы хотели видеть на нашем канале еще. С вами был я, Эльдияр Кенесаров. До новых встреч на проекте «Оказывается».